Всем привет! Из солнечной Доминиканы мы приземлились в Кураховке. Кураховка – это поселение городского типа в Донецкой области Украины. Поселение основано в 1924 году, хотя угольная промышленность здесь развивается давно. Как говорит Коля, это место силы и героев. Париж, 1900 год. Международная промышленная выставка. Изящная металлическая пальма получает приз Гран-при. Один из создателей – житель Кураховки, Алексей Мерцалов. В Кураховке снят один из самых глубоких фильмов в истории кинематографа. Это «Зеркало для героя». Режиссер Владимир Хотиненко, сценарий Надежды Кожушаной по мотивам повести Станислава Рыбаса. Картина о конфликте отцов и детей, о декадансе эпохи перестройки позднего СССР, о жизни простых шахтеров. В фильме заложена ницшеанская идея вечного возвращения. Если не смотрели наш выпуск о Швейцарии, то переходите по ссылке. Режиссер Хотиненко выбрал это место как идеальную локацию для 1949 года. Если бы он захотел снимать вторую часть фильма, а на секундочку, сейчас 2021 год, то, пожалуйста, ничего не изменилось. О чем ты говоришь? Смотри, это фантазия. Призраки! Это книжка, Андрей, про послевоенную разруху. Кино! Это было давно, поэтому этого ничего нет! В фильме два главных героя – Сергей Пшеничный и Андрей Немчинов. В ходе конфликта с отцом Сергея Пшеничного два персонажа попадают в прошлое, а именно 8 мая 1949 года. Этот день мистическим образом повторяется, как на повторе. Это своего рода ницшеанский эксперимент по отработке идеи вечного возвращения. Это игра, понимаешь? Только игра в одни ворота. Ничего с ними сделать нельзя, Андрей. Ни помочь, ни переделать. Вон ты руку поранил, она у тебя болит. А у них даже убитый встанет и пойдет, как ни в чем не бывало. И не будет помнить ни добра, ни зла, ничего. И верить будет в то, во что верил вчера. Как в кино. Как в кино, правильно. Вот представьте, этот день, 8 мая 1949 года, как эта стена. У вас нет возможности выбраться. Это как определенного рода тюрьма. Так вот, у героев две совершенно разные реакции на происходящее. Реакция Пшеничного пассивная, буддистская, отрешенная. Нигилизм со знаком минус. Он видит вокруг лишь фантомов. Реакция Немчинова активная, ницшеанская. Нигилизм со знаком плюс. Он видит поле для экспериментов и возможности изменить реальность. Пшеничный раздражен, замкнут и склонен к бегству. Немчинов в доску свой, активно интегрируется, строит, ломает и переживает. Ой, Андрей, да я тоже думал, варианты пробовал. Убежать нельзя, я проверил. А изменить что-либо тоже. Значит, остается одно, чтоб этот день двинулся, не надо делать ничего. Травинки не помять, тени не бросить. Главное, не вникать в их проблемы. Они же не помнят ничего, ни добра, ни зла. Как градусники, стряхнул и нет ничего. Я даже не знаю, выживет Федька потом или нет. Вот так и живу. Творю, спасаю. Устаю очень, Сережа. Очень устаю. Но главное, я уже знаю, как действовать. Понимаешь? Ты не видел главного, Сережа. Они меняются. Если изо дня в день повторять одно и то же, они запоминают. Нужно только ежедневно и с полной отдачей. А я понял. Раз этот бешеный день повторяется, крутится, значит, это проверка. Проверка, понимаешь? Сможем ли мы хотя бы один день сделать таким, каким он должен быть? У меня нет намерения пересказать весь сценарий фильма. Каждый должен смотреть этот фильм сам. Лично я смотрел порядка 10 раз. Поэтому посмотрите фильм, сделайте свои выводы сами. Я хочу дать мою интерпретацию, как я переварил этот фильм, и обозначить идейный контур. Этот фильм подарок для Кураховки. Он указывает на два пути развития, а также на третий, самый опасный. Первый сценарий – это сценарий Пшеничного. Можно замкнуться в себе, уйти во внутренний лес, как Эрнст Юнгер, или вообще уехать из Кураховки. Это тоже путь.
Здравствуйте, а есть билеты? Я бы хотел бы уехать. 2 билета, пожалуйста. Алло. Походу в интернете придется покупать. Вторая стратегия — это стратегия Немчинова. Быть креативным, остаться здесь и с полной отдачей менять обстоятельства под себя. Это героический путь. Новая детская площадка, класс. Респект. Появились лавочки, никогда их здесь не было. Круто. Есть третий путь, можно вообще ничего не делать, но жизненный поезд рано или поздно придет. Черные вороны и черный уголь. Черный уголь — это главная золотая жила здесь. Поэтому основной деятельностью является это запрыгнуть на вагон, набрать как можно больше и продать. Какую стратегию выбрать, пусть решает воля каждого. Любой человек, живущий в Кураховке, вытянет из колоды свою карту и пройдет свою дорогу сам. Я могу лишь пожелать удачи. Каждый житель Кураховки должен помнить пальму Мерцалова. Она дает урок, что неважно, из какого материала ты сделан. Главное работать над своим идеалом, чтобы сиять на весь мир. Вот здесь, чуть выше креста, был расположен тот знаменитый сарай, в котором Немчинов и Пшеничный анализировали 8 мая 1949 года и предпринимали каждый по-своему шаги, которые могли бы их вывести из этого круговорота. Перед самоубийством Немчинова, когда он взорвался под Тереконом возле сарая, в котором они постоянно находились, Сергей Пшеничный находился на этом шахтном дворе. Вот на данный момент как выглядит шахта 10-я. Вот так выглядит на данный момент Островской вокзал, где Сергей Пшеничный пытался уехать из этого злополучного дня 8 мая для того, чтобы посмотреть страну, в которой его отец проходил все свое становление, и посмотреть, как страна восстанавливалась после войны. Немцев увезли. Сейчас воскресник в разгаре.